Всем привет! Меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из системы BotHelp в Telegram. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных BotHelp. Теперь необходимо указать действие «Получить данные». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт BotHelp к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных, на которую будут поступать данные с платформы BotHelp, и перейдите в ваш личный кабинет BotHelp. Выбираем и редактируем текущего бота. Для передачи данных добавляем новый шаг с действием. Выбираем действие «Отправить данные подписчика через веб-хук». Вставляем скопированную ранее ссылку и сохраняем изменения. Также не забудьте указать переход на новый шаг. Активируем бота и генерируем новые данные, в данном случае путем общения с ним. После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные, которые поступили с сайта BotHelp. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных BotHelp успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Telegram. Теперь необходимо указать действие «Отправить сообщение». На этом этапе вам необходимо подключить ваш Telegram аккаунт к системе Apex Drive. Для этого необходимо скопировать имя бота, найти его и запустить в вашем Telegram. После этого необходимо скопировать строку для подключения Telegram-бота и отправить ее в виде сообщения. После того, как вы получили ответ от бота, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо создать сообщение, которое будет отправляться в Telegram при появлении новых данных в BotHelp. Для того, чтобы добавить новую переменную из BotHelp, необходимо кликнуть в поле сообщения и выбрать ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную.
Для того, чтобы перейти на следующую строку, нужно нажать Enter. Когда все необходимые переменные назначены в сообщении, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример сообщения, которое будет отправляться в Telegram при появлении новых данных в Bot Help. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Telegram». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных в Telegram успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!